Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Недавно я был в Таиланде и, как обещал, привез рецепт том-ям. Для данного рецепта я привез с Таиланда те необходимые, самые важные специи, ингредиенты, которых здесь у нас сложно найти. Но, как я пошарил в интернете, они есть в торговых сетях Метро и в больших гипермаркетах в качестве наборов, сетов. То есть это основная специя том-яма, корень галанга или галангал, по-разному его называют, правильно он галанга. Это разновидность, как говорят, там имбиря, но на имбирь он тут отдаленно похож по вкусу, у него более выраженный вкус. Стебли лимонника, или как его, лемонграсса, лимонная сорга, такая трава, она пахнет, своеобразный у нее запах, и на лимон похож, на свежий. И листья кафир лайма. Они, пока их не мнешь, они вроде как бы ничем не пахнут, а когда их потрешь в руках, помнешь, они такой аромат начинают издавать приятный. Эти вот три ингредиента, которые у нас сложновато найти в свежем виде, но при желании можно. И еще один четвертый ингредиент – это тайская чили-паста на основе креветок, перца чили, чеснока, соевой пасты. Она идет либо в баночках, либо в таких пакетиках. Ее применяют для приготовления супа том-ям. Остальные все ингредиенты я купил здесь у нас уже по приезду. Это лайм, лук, шалот, помидорки черри, зеленый репчатый лук, грибы, вешенки, шампиньоны, мидии, креветки, уксус рисовый, соевый соус, рыбный соус. Также нам понадобятся сливки. Вы не ослышались, не кокосовое молоко, а сливки, потому что в Тае, я там разговаривал с поварами, мы, говорит, добавляем либо коровье молоко, либо сливки, чтобы бульон был насыщенного такого сливочного цвета, потому что само кокосовое молоко, оно чисто как вода, а в горячем бульоне оно расщепляется, и бульон получается такого бледного, мутного цвета. Также нам понадобится еще кинза и куриный бульон. Я отварил 2 литра куриного бульона, в котором мы будем варить суп том-ям. Я в Тае был во многих ресторанчиках, везде заказывал том-ям. По вкусу ни в одном ресторане одинакового вкуса я не ощутил. Каждый повар готовит там по-своему, у него своя пропорция специй. То есть сколько поваров, столько там и разновидностей супа том-ям. Помимо того, что есть там том-ям кунг, который чисто с креветками, том-ям пла, который с рыбой, том-ям кай там с курицей, есть со свиной рулькой, том-ям есть с морепродуктами и это с кокосовым молоком там, или сливками, как его называют. Вот. Мы будем готовить с морепродуктами и со сливками. Грибы обычно используют там вешенки. Вот я сколько рецептов заказывал, там в основном были вешенки и шампиньоны. Лишь в одном ресторанчике был там устричный гриб, так называемый, ихний. Но разницы во вкусе я особо там не ощутил. То есть эти специи калангал, там лимонграсс, они весь аромат придают основной в супе. Суп готовится очень быстро. Буквально там 10-15 минут на приготовление его нужно. Самый долгий процесс – это подготовка всех ингредиентов. То есть нам сейчас надо будет нарезать лимонграсс, галангал, почистить креветки, подготовить грибы и потом приступим к приготовлению. Давайте для начала, наверное, почистим креветки. Креветки для том-яма желательно брать свежемороженые, не вареные, потому что они у нас будут еще готовиться в супе в самом. Поэтому либо берите там тигровые, либо королевские, какие там есть. Можно брать целые, можно хвостики. Все равно нам для самого супа только понадобятся одни хвосты. Хвосты
можно в два варианта как бы очищать, оставлять оперение, но так как мы будем есть суп ложкой, а не руками, я эти оперения сниму, в отличие там от лапши пад тай, которую я готовил на канале. Там я оперение оставлял. Поддеваем зубочисткой где-то 2/3 сзади хвоста и подцепляем кишку и вытягиваем ее. Все, удаляем кишечник таким образом. Панцири не выбрасываем, они пойдут у нас еще в сам бульон. Чистятся креветки довольно-таки легко. Я думаю, многие креветки ели, они что вареные, что сырые, чистятся одинаково легко и просто. Поддеваете хитиновый покров и выдергиваете хвостик, и все. Берем вот зубочисткой, раз, под кишку поддеваем и ее вот так вот раз и вытягиваем. И эту самую операцию проделаем со всеми креветками. Я взял 2 литра куриного бульона. На каждую порцию супа, это где-то там в Тае наливают обычно большими такими пиалами, миллилитров по 600, по 700 объемом. Это будет, ну, образно у нас на 3 порции супа, на 4. На одну порцию супа там 3 креветки будет достаточно. У нас крупные креветочки. Чтобы у нас креветки еще смотрелись красиво в супе, мы можем их вот так вот сделать на отрез. Они в процессе варки у нас завернутся, красиво будут смотреться. Вот просто так прорезаете от половины где-то креветки пополам и дочищаем оставшиеся. Дорогие друзья, креветки я почистил, панциря пока отложил в сторонку. Сейчас нарежем корень галангала. Вот эта часть нам не нужна будет. Корень нарезается такими вот крупными фрагментами, миллиметра по 2-3 толщиной. Все вот эти вот ингредиенты, корень галангала, сорга и листья кафирского лайма, они нужны в супе только для придания аромата и вкуса. А так их не едят. Корень очень жесткий, в отличие от имбиря. Чем больше, тем лучше. Лимонграсс или лимонная сорга. Отрезаем корешок самый и нарезаем опять же такими фрагментами, чтобы их можно было в супе ловить. Нарезаем только эту толстую белую часть, она самая ароматная. Предварительно снимаем вот эти вот ненужные верхние листы. Сразу такой аромат идет неповторимый. В Таиланде лимонграсс используют во многих рецептах, и в лапшу его, и в другие супы кладут, даже чай заваривают с ним. Теперь нарежем лук. Лук нарезается крупно довольно-таки, вот, пополам, на четверть и четверть просто вот на 3 части, вот такими вот фрагментами. Ну, кто был в Тае, я думаю, хоть раз попробовали суп том-ям. Помидорки нарезаем просто пополам. Ну, история том-яма, как бы, я там спрашивал, когда произошел вообще, когда его начали готовить. Никто не может сказать точно, но вот эти все ингредиенты постепенно входили в суп том-ям. Те же самые помидоры, они вошли в 19 веке, когда американцы завезли в Азию помидоры. А так до этого там готовили без помидор. Ну, сейчас в большинстве вариаций суп том-ям помидор присутствует. Тайцы едят очень остро, но у русских, у туристов спрашивают, вам спайси или нет.
там даже если не спайси, то будет все равно как бы остренько, но не так. Но если по-ихнему, по-тайски попросить сделать спайси, там просто вырви глаз острота. Убираем семена из перчика, вот просто надрезаем его так пополам. Я люблю поострее, поэтому возьму 2 перца. Думаю, этого будет предостаточно. А так тайцы даже семена не удаляют, они нарезают. Я один раз попросил принести мне спайси, как у них. Они мне принесли, я из тарелки выловил вот таких вот 10 стручков. Из тарелки. Еле там я 2/3 съел этого супа. Вообще матерый. У них, у тайцев, даже вот сам вот этот вот перец отличается по вкусу. Он даже ароматнее намного. Лук нарезается крупными фрагментами по диагонали, вот так сантиметра по 2,5. И нам осталось подготовить грибы. Вешенки нарываются вот таким вот образом. Делятся на волокна. Шампиньоны нарезаются половина. Если мелкие, как у меня, пополам. Если крупные, там нарезаются дольками. В том яме можно использовать любые грибы. Шитаки, тот же самый устричный гриб. Единственное, не рекомендуется использовать лесные грибы. Они обладают сильным ароматом, такие как белые, там, подберезовики, подосиновики. Они забьют просто вкус специй тайских. Кстати, грибы тоже вошли там 2 столетия назад, что ли, в рецепт супа. До этого суп готовили чисто либо на курице, либо на рыбе. Потому что рыбы у тайцев было очень много. И сейчас там, эта страна с 1000 островов, как говорится. Море чистейшее, пляжи, скрипучий песок или белый песок, там разные пляжи. Все красиво, все чистенько. Все так, подготавливаем грибы. Я думаю, вот этого количества вешенок мне будет достаточно. Нарежем шампиньонов. У меня шампиньоны небольшие, я их по половинке прям вот так вот режу. Вариацию супа с морепродуктами там добавляют гребешки, креветки, мидии, кальмары, щупальца маленьких осьминожек еще бывает добавляют. В некоторых ресторанчиках мне попадало, там и рыба добавлена. Есть чисто там на креветках том-ям кунг. Но мне больше нравится именно вот со сливками и с морепродуктами. Это такой густой насыщенный суп, но в нем бульон, конечно, самый вкусный. Потому что тайцы не вынимают из супа вот эти вот все корешки, которые не употребляются в пищу. И приходится их выковыривать там ложкой. Я сделаю так более такую европейскую вариацию. Мы сначала отварим их, потом уберем и сварим все остальные съедобные ингредиенты. Так, все, сейчас прибираем. Ингредиенты я подготовил для супа. Ставим сейчас в плитку и готовим суп. Дорогие друзья, я все ингредиенты подготовил. Бульон у нас закипел. Том-ям должен вариться на слабом таком еле бурлящем кипении. Отправляем головы и панциря креветок. Сначала предварительно их отварим, уберем и добавим остальные специи. Вместе с креветками я добавлю галангал, лемонграсс и листья кафир-лайма. Листья предварительно надо помять, так они дадут больше аромата. Пока суп не добавляем ни соли, ни каких других специй. Ждем, когда они проварятся минут 5. И потом все оставшееся будем делать операцию. Дорогие друзья, креветки проварились у меня 5 минут. Выкладываем. Причем в Таиланде, вот в каких ресторанах я не пробовал, там разговаривал с пару поварами на пальцах. Они мне показывали ингредиенты, какие они применяют. Они даже на курином бульоне не варят. Они просто, у них в магазинах там 7-Eleven продаются куриные
кубики специально для том-яма. Вот они бульон делают на этих кубиках. Чтобы не вылавливать в процессе еды все эти корни, они отдали свой аромат супу. Я их уберу. Там осталось немного. Вот. Сейчас закладываем пасту чили. Размешаем ее. Рыбный соус. 4 столовых ложки на 2 литра. Он придаст и соль нам, и своеобразный вкус. Ложку рисового уксуса. Соевый соус 3 ложки. Отправляем грибы. Перец чили. Грибы варим буквально минуты полторы. Вот на таком медленном бульканье. Ни в коем случае не прибавляем мощность. Отправим сюда же лук. Попробуем на соль. По остроте я бы еще добавил пасты. Еще 1 ложку. А вы регулируете уже сами, как вам больше по вкусу. Я люблю поострее. Размешаем, чтобы паста хорошенько растворилась. Остроты нормально. Добавим 1 ложку сахара. Я взял пальмовый, вы можете взять обычный тростниковый сахар. Возьмем лайм, покатаем его, разрежем пополам и выдавливаем все без остатка. И еще один. Суп том-ям должен быть кисло, сладко, острый. На данном этапе опять попробуем. Вот уже то, что надо. Все, ждем еще минуту и закладываем оставшиеся наши ингредиенты. Кипения практически не должно быть. После того, как вольем сливки, суп том-ям вообще не должен кипеть. Но сливки предварительно подогрейте в микроволновке. Если вы вольете холодный, то кипение вообще прекратится. Грибы у нас проварились минуты 3-4. Вливаем сливки. Я взял 100 грамм сливок. Вслед за сливками отправляем креветки и мидии. Варим буквально минуту. Отправляем томаты. И зеленый лук. Все, и выключаем. Наш том-ям готов. Дорогие друзья, том-ям готов. Давайте попробуем. Хотя я этот суп готов есть каждый день. И этот кисло-остро-сладкий вкус, насыщенный вот еще куриный бульон, сливки. Сам бульончик такой вообще бомба. Кто был в Тае, я думаю, вам объяснять не надо. Грибочки, креветочки, мидии. Лучок такой альденте, как в Тае. Ну, по остроте регулируйте сами. 2 перчика таких острых плюс паста. Вполне достаточно остроты для меня. Я потому что люблю острое. Том-ям ешь, и тебя в жар бросает от остроты.
Вариант вот этот, то, что я убрал все не жующиеся вещи, как бы приятнее есть. Обычно в Тае там ешь, и вот полтарелки тут отгребаешь всех этих ингредиентов несъедобных. Именно он должен быть горячий и остренький. И тогда вы поймете настоящее удовольствие. Друзья, не пожалейте времени, найдите в интернете, закажите эти специи: лемонграсс, лимонная сорга, корень галангал и листья кафирского лайма. Остальное вы все можете найти в магазинах. Если кто-то у вас едет в Тай, попросите, пусть зайдут в сетевой магазин, там большие магазины. Марка, по-моему, называется. Типа метро такой, полуопт. Вот там все это продается большими пакетами. И вы поймете настоящий вкус том-яма. Том-ям я могу есть бесконечно. Но по традиции, друзья, не буду вас томить. Всех тех, у кого сегодня день рождения, я бы хотел вас поздравить с днем рождения, пожелать вам здоровья, счастья, любви, добра, тепла в ваших домах, добрых людей рядом, здоровья вашим близким, детям, родителям, друзьям. С днем рождения вас! А всем пока! С вами был Волоха. До скорых встреч! А я буду есть том-ям. Бомба!